Как случилось так, что врач с образованием стал принимать синтезит, инновационную биоактивную добавку? Скажем так, Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы находимся на канале Синтезит, и сегодня у нас в гостях врач семейной практики Жорова Наталья Владимировна. очень приятно, да. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте. Давайте пообщаемся, почему вы здесь оказались. И прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что согласились приехать к нам в гости. С Урала. Там Да. сейчас холодно, наверное, у вас. Там зима вовсю, вступила в свои права, снег. В общем, благодарю, что согласились прилететь в наш, сегодня не солнечный город Сочи, потому что сегодня первый день дождей, но все равно в город Сочи. Наши лаборатории производства синтезита, минерала синтезита, о котором мы сегодня будем говорить, находятся в городе Сочи. Мы сейчас находимся в нашем офисе. И, собственно, давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора. Наталья Владимировна, пожалуйста, расскажите, как случилось так, что врач с образованием стал принимать синтезит, инновационную биоактивную добавку? Скажем так, с образованием, стандартным классическим образованием, конечно, я закончила медицинский институт в городе Челябинске, потом практиковала очень долго, в 2000 году я его закончила, и вот сейчас на данный момент у меня 20 лет практики. Пришла я к этому, потому что я держу на пульсе, руку свою держу, как говорится, как только появляются какие-то инновационные препараты, инновационные микроэлементы, я их пытаюсь внедрять в свою практику. Вот, что у меня за последнее время, вот я с лета узнала о вашем инновационном элементе, и начиная с лета 2020 года я сама стала употреблять данный элемент. И я его пропила 3 курса с интервалом 120 дней, по 20 дней, по одной капсуле в день. Так как у меня и вес соответствующий, дозировочку, то есть я брала из рекомендованных, уже испытанных результатов по себе. И, разумеется, предлагала некоторым своим пациентам, которые были в разряде друзей, скажем так, которые мне доверяли больше, чем официальному врачу, как другу, потому что, в принципе, семейный врач – это уже друг. И, грубо говоря, тоже стала его применять и стала наблюдать за пациентами, где я смотрела в чистоте эксперимента в малой группе, то есть это 9 человек. И я смотрела, насколько он действует как монопрепарат и насколько он действует параллельно с каким-либо лечением, которое проводилось по части каких-либо нозологий, то есть заболеваний данному пациенту. И у меня выводы тоже определенные от этого произошли. Поэтому я сюда и приехала. Для меня очень великая честь, что я здесь оказалась, именно в сердце, на производстве в городе Сочи. Поэтому такая преамбула, скажем так. Уважаемые зрители, если вы были у нас уже на канале, то вы, наверное, видели, что в основном мы размещаем интервью с теми людьми, кто уже принимал синтезит. Они могут также приехать к нам в гости в Сочи, мы можем взять интервью по скайпу, и все они рассказывают о своих эффектах. Сегодня немножко необычный случай, то есть, с одной стороны, Наталья Владимировна у нас и сама синтезит принимала, и с другой стороны, у Натальи Владимировны есть опыт... Наработки, да, по приему синтезита непосредственно теми людьми, с кем Наталья Владимировна знакома, работает, и с теми, кто оказался каким-то образом пациентом, да, к примеру. Да, то есть оно и есть пациенты, то есть они обращались по поводу других симптомов и обращений, получали классическую терапию стандартизированную, и плюс дополнительно как витамин, можно так сказать, как кофермент. Я потом в дальнейшем расскажу о своих выводах, что я наблюдала по клиническим результатам и по лабораторным анализам, которые я тоже примеры привезла. То есть этот препарат, минерал, я стала применять как, не основной, как препарат выбора, выражаясь языком доказательной медицины, как препарат выбора. Хотя пока еще исследование по доказательной медицине с микроэлементом не проводилось, но я думаю, что за этим большое будущее. Да, то есть нужно обязательно сказать, что синтезит – это не лекарство, то есть прежде всего это биологически активная добавка. Конечно, у него мы насчитываем сегодня около 70 биологических свойств этого препарата, да?
так сказать, от пяток и до кончиков волос. Ну там, где есть стволовые клетки. Да, там где есть стволовые клетки. Но в любом случае, уважаемые зрители, синтезит – это биологически активная добавка, это не лекарство. И если вы собираетесь принимать синтезит при каком-то заболевании или давать его детям, о чем мы сегодня особенно поговорим, то, соответственно, как бы вам необходимо проконсультироваться с доверенным специалистом, человеком, Да. который понимает вас, Со специалистом, которому вы доверяете, который вы считаете мнение авторитетным, а также с рядом специалистов и провести контрольные химические, биохимические анализы и клинические обследования. Да. Ну, давайте начнем с, так сказать, с малого. То есть, так как вы принимали синтезит, да, соответственно, у вас есть какие-то выводы. Может быть, вы сначала расскажете немножечко про себя, а потом перейдем к тем результатам, которые у вас есть с вашими пациентами. Ну, вернемся, да, снова в лето этого года. То есть я его увидела, ну, тоже в интернете, так как я немножко тоже блогер, у меня есть свой канал, он называется так немножко не по-медицински, но там есть и медицинские темы, и жизненные какие-то, и дизайнерские. Вот. В то же время я посмотрела, была бегущая строка про синтезит, и решила его попробовать заказать. В первый раз каких-то улучшений в том плане, что были резкие какие-то перемены, я не почувствовала, просто стала бодрая и стала более-менее эмоционально, ну, как сказать, терпима к выходкам различных людей. То есть какие выходки обычно у пациентов бывают, какие-то вопросы, они бывают залипают на каком-то вопросе и стараются, чтобы им побольше уделили внимания. Так как у меня цейтнот на работе, и я не могу, скажем так, всем уделить внимание много, у меня 7 минут на каждого пациента на приеме идет, то есть приходилось сжато, терпеливо и более-менее так, скажем так, по существу с каждым пациентом разбираться по его вопросам. Тем более в коронавирусную эпидемию сейчас очень много поликлиник закрыто, и поток очень действительно большой, это я как бы вам говорю от первого лица. Вот. И приходилось таким вот образом разруливать некоторые ситуации и эмоциональный накал. То есть я не зеркалила эмоциональный накал пациента. Вот это вот мне очень подошло. Я подумала, что, скорее всего, этот препарат воздействовал именно на точку приложения в моем, скажем так, как бы в моей нервной системе, скажем так, вот так. То есть я стала меньше уставать от потока пациентов, вот это вот тоже я заметила при первом же приеме препарата. А так, в принципе, больше ничего. А второй раз, то есть через где-то примерно 60 дней я заказала еще одну баночку, и здесь я уже, когда у нас внедрились еще дежурства, стала расти заболеваемость по коронавирусу, то есть еще ночные дежурства стала брать, и контакты были с коронавирусными пациентами. Здесь отслеживала я такую ситуацию, значит, то есть прием синтезита у меня происходил параллельно, и прием препарата изопринозин 500 мг, одна капсула, и синтезит также одна капсула у меня применялась. Вот. Изопринозином я надеялась как бы создать тоже иммунную защиту у себя, значит, по отношению к воздействию коронавируса. Ну и, разумеется, все мы раз в неделю, дежуранты, сдавали кровь на антитела к коронавирусу, и иммуноглобулины М и G, и также мы сдавали мазки ПЦР из носа и из зева, что в мазках на протяжении вот всех 3 недель контроля, что в крови у меня антител ни иммуноглобулинов, никаких, ни М, то есть отвечающих за острую фазу заболевания, ни иммуноглобулинов G у меня не было. Вот. Почему-то все так удивляюсь, столько пациентов идет, ты по 25 человек за ночь принимаешь, в общем, и это вот этот фактор, именно клиническо-лабораторный фактор, вот я заметила. Второе, ну понятно, что толерантность, опять же, психологическая в этот момент произошла такая, то есть со мной какая-то, ну, я настраивала себя как бы на стресс, я настраивала то, что я буду сталкиваться с пациентами, то, что я буду уставать. Вот. А получилось так, что я меньше стала кушать, стала брать с собой какие-то лайтовенькие там бутерики, йогурт, и мне этого хватало вот, на ночь, хотя ночью я не сплю, и как бы уставать, мои коллеги, которые со мной в паре работали, уставали больше.
Вот, то есть я заметила о том, что у меня возросла как бы психологическая толерантность и выносливость плюс к этому. И вот хочу вернуться от такой вот вещи, как вот я для себя вот по лабораторным обследованиям сделала такой вывод, что синтезит помог не только сохранить иммунитет, и помог изопринозину подействовать как антиоксиданту, как иммуномодулятору, потому что синтезит, как уже будет позже сказано, что он делает на микроуровне. Вот. Он также помог мне сохранить стойкость моих межклеточных мембран. Я так поняла, что и гематопочечные барьеры, гематоэнцефалические барьеры были сохранны вместе с ним, поэтому вирус не зашел. То есть в железную дверь вирус пытался постучаться, но, скажем так, он в организм мой не проник. Скорее всего, это эффект именно этого препарата. Но это опять же мои гипотезы. Вот. Но в то же время как бы вот где-то 70% моего убеждения внутреннего, как бы я думаю, да. Ну, 30% это, допустим, то, что понятно, что это нужно доказывать. То есть это пока что только чисто гипотеза, гипотетически я предполагаю. Наталья Владимировна, насчет убеждений, да, и эффекта плацебо. Значит, я еще раз говорю о плацебо, когда я еще раз проводила эти вещи без применения синтезита уже. Чем отличается в доказательной медицине плацебо и не плацебо? Если мы плацебо провели, человек суггестивно, то есть он внушил сам себе, что на него это продействовало, то эффект этот нестойкий, он недолгий. Значит, но тогда, когда мы проводим уже без применения, убираем этот препарат, проводим те же самые клинические исследования и смотрим, эффект стойкий, то есть происходит кумуляция какого-либо вещества, то есть накопление в организме этого вещества. И, разумеется, это говорит уже о том, что что-то, какой-то агент в организме создает уже конкретно эффект. Вот. Угу. Просто многие люди, несмотря на такое количество, вот на сегодняшний день у нас есть 3 научных исследования по стволовым клеткам, по раковым клеткам, да, и на приматах. Вот, омоложение возрастных показателей биохимии крови обезьян, так сказать, произошло, когда у них холестерин снизился, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, ЛТСТ, да, коротко говоря. А, несмотря на все эти исследования, то, что вот, значит, на мышей действует, на обезьян действует, хотя на них эффект плацебо не распространяется. Я, кстати, правильно говорю плацебо? Ну, кто-то говорит плацебо, кто-то плацебо. Ну, я говорю плацебо, потому что меня так тоже учили. Хорошо, пусть будет так. И все равно некоторые люди говорят, а как вы докажете, что это вот не эффект плацебо, да, то есть, ну, мы видим, что очень много людей, у всех очень отличные результаты. Что вы по этому поводу думаете? Я сама по себе не являюсь человеком внушаемым. Мне очень сложно что-то внушить. Вот. Я чаще всего рефлексирую, отзеркаливаю, как бы, что у меня происходит внутри, и использую объективные методы обследования, то есть клинические методы обследования в данном случае. Вот. И по косвенным, то есть не прямым признакам, а именно по косвенным признакам я поняла, что мембраностабилизирующая функция у этого микроэлемента действует, она работает. Вот. И по толерантности своей к вирусным заболеваниям тоже, значит, я сделала вывод. Вот, потому что, да, еще скажу, мои коллеги очень многие, как грибы, заболевали коронавирусом, ложились, у них были положительные мазки, то есть вокруг меня буквально все валились. Я стояла. Угу. Вот. А не пробовали коллегам, кто болеет коронавирусом, дать синтезит попробовать? Нигилизм, профессиональный нигилизм, он у нас есть. Вот, поэтому я сейчас издаю интервью, чтобы каким-то образом, как первопроходец, все-таки прорубить окно, развеять это вот у меня доверие, скажем так, среди медицины, потому что медицина она должна быть интегративной. В тот же самый момент она должна и вспоминать и древнюю медицину. То есть мы не должны отходить от тех наработок, которые тоже прошли через потери. Вот. Но в то же время люди пришли к каким-то тоже выводам о том, что есть то, что работает, то, что не работает. Этим путем они уже не шли, а шли другим путем и открывали, делали открытия. Вот. Поэтому мы должны не умалять этого. Вот. И не забивать себе голову, допустим, авторитарной медициной. Должны искать. Да, и использовать то, что уже наработано веками, так сказать, веками. В том числе. Да. Не забывать весь исторический пласт, который был до этого, да, брать самое лучшее из этого и использовать здесь сейчас. Комплексно относясь к человеку, как к психофизическому созданию, с душой, макроорганизму, психикой. Который взаимодействует со всем, с окружающим
его с окружающей средой, с другими людьми, потому что здоровье – это показатель не только внутреннего состояния организма, но и вообще полностью социальная реабилитация, ориентация человека, вот, и его реализация, потому что вот синтезит в данный момент, вот сколько много было отзывов, он дает человеку лучше себя реализовать как элемента в социуме.